Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Семен Уралов на прямом, скажем так, в прямом доступе, для того, чтобы была чистота и частота понимания. Семен Сергеевич, здравствуйте. Приветствую, Александр. Зрителям в прямом эфире, как всегда, отдельный привет. Всем большое спасибо за то, что мы вместе. Это самое главное для нас. Ваши вопросы мы ожидаем в финале нашей сегодняшней программы. В сообществе YouTube можно оставить, в клубе зрителей Шелест, все как всегда. В чате трансляции также переписывайтесь, голосуйте в обзоре. Но вот начать я хочу со свежего, с самого что ни на есть. Вот два свежих заявления одного и того же человека, который делал ветер информационный на протяжении всей заканчивающейся рабочей недели. Это Зеленский. Значит, то он как бы борец за лавру, ходил там по крыше вот этой сожженной, да, то теперь он говорит, значит, война хочется, чтобы закончилась. Но параллельно с этим опять покусывает Лукашенко, говорит, неделя у тебя есть, что предтрансляторы поснимать, иначе ударим мы. Да и вообще что-то это, мы тут бьем по России, бьем по их НПЗ, сжигаем там Капотня, все дела, а ты там им бензин поставляешь, непорядок. Ты, значит, вовлечен. Ну, ты ответишь, Лукашенко. И это на фоне удара по автобусу, бесчеловечного. Ну, в принципе, сейчас все приграничье и с там, неподконтрольными Киеву территориями, и приграничной Российской Федерации с исконными территориями, все простреливается дронами, и мы видим, как переход, мы это обсуждали с вами, в эту фазу человеконенавистнической войны, вот этой людоедской войны, он состоялся. Но белорусские дети, которые ехали в Геленджик, ну и, соответственно, реакция Лукашенко. Как вы думаете, как может сочетаться желание мира с тем, что мы сейчас увидели и услышали на протяжении всей недели? Так кто хочет, а кто не хочет этого самого мира? Ну, тут действительно просматривается двухходовочка. То есть сначала удар не просто по автобусу с детьми. Мы же прекрасно понимаем, что по законам когнитивной войны это, кроме того, что теракт, это еще и удар, конечно же, по обществу. Обществу белорусскому, которое привыкло за все это время, ну, начиная на самом деле с 2014 года, чувствовать себя в относительной безопасности по отношению к своим соседям и ближайшим родственникам и России, и Украины. То есть вот как-то где-то кто-то конфликтует еще на Донбассе. Причем мы же помним позицию Белоруссии до начала СВО. То есть как-то вообще Донбасс не замечался. Никто особо туда не ездил. Вот. Даже ну, как-то и гуманитарная помощь она отправлялась и туда, и туда. Разные были истории. Плюс там даже торговалось через Белоруссию многие вещи. Вот. Но я был лично свидетелем того, как после Минских соглашений в белорусских супермаркетах стало очень много конфет «Рошен». Ну, прям очень много. Их только никогда не было. Я как раз тогда жил, работал. У меня родители жили в прекрасном городе Рогачеве, который все должны знать благодаря сгущенке. Вот. Они жили и в советские времена, и после, так сказать, кризиса 2014 года. Прям очень много стало «Рошена». И это вот даже видно было, я общался с многими белорусами, это было свидетельством того, что, так сказать, кому АТО, ну, то есть война первая, да, версия, а кому, так сказать, повышение заработков. И вот эта ситуация, она удерживалась, и поэтому это надо рассматривать как двухходовку. Я напоминаю, что когнитивная война – это надстройка над войной реальной. То есть, и в этой настройке, конечно же, террор уже осуществлен по отношению к белорусскому обществу. И вот мы увидели, как буквально через 2 дня пошел этот ультиматум. Ультиматум понятно на что направленный. Тут для кого секретов нет. И мы сегодня будем, скорее всего, по этой теме цитировать прекрасную книжку «АУН-УПА в Беларуси». Так оказалось, что я сейчас вещаю из Евпатории, где у меня библиотека, да, потому что чаще всего я по электронным, ну, как бы книгам цитирую, а тут у меня прям бумажные. Поэтому эта история не новая. Дело в том, что еще, ну, вот мы же как бы обречены на нашу историю и на нашу географию. По отношению к
то, что сейчас называется Беларусь, Белоруссия, то есть или западно-русские княжества, как они образовались изначально, постоянно были налеты с юга. Причем они были еще начиная с казачьих времен, вот, если мы посмотрим. И затем это, в общем-то, было и в гражданскую войну, и, собственно, основные рейды и основные, ну, как бы антипартизанские действия, они как раз осуществлялись руками украинских Ну, националистов. цели другие, Это, так подождите, сказать, традиция. цели другие. Традиция традициями, как факт, а цели-то другие. Сейчас, В чем собственно, другие? ну, в том, что сейчас, если, допустим, разворошить еще плюс 1000 километров фронта, ну, простите, дроны это, конечно, прекрасно. А как и кем и чем и зачем это еще как бы больше усиливать и разжигать? Трасса на Ковель из Польши рукой подать. Ровенская АЭС, добрый вечер. То есть, понимаете, тут мы станем вообще свидетелями чего-то, ну, какого-то апокалипсиса. И это намеренно к этому подводят, исходя из того, что Лукашенко никак вот проглотик. Ну, ударит там по каким-то ретрансляторам, по заводу там пуганут, там разочек другой прилетит. И Лукашенко такой сразу: нет, 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 не будем воевать. А если шантарахнет, а Путин скажет: да елки-палки, слушайте, ну это ж, видите, как я вожусь с Украиной 4,5 года. Лукашенко четко сказал: у Украины на территории Беларуси есть 500 целей, а у меня будет одна. И, простите, до конца я не ручаюсь, мне непонятно, хоть там и все шапкозакидательством занимаются, до конца не ясно, у кого ключи. Ну, то есть от орешника, ядерного оружия. То есть они как бы на территории, понятно, что оно российское, но если Беларуси что-то угрожает, то повернется ли этот ключ? Это одна из форм веры в вундервафлю, ну, как шутили в сетевом мире, вундервафлю. То есть какое-то некое абсолютное оружие, которое может якобы одним ударом все изменить. Нет, так не было и ни в одну мировую войну. Это, как и любой конфликт, это конфликт экономик и, соответственно, нанесение множества ударов. Понятно, что в текущей ситуации вот, провокации по отношению к Беларуси, это в первую очередь, скорее всего, подчеркиваю, ну мы же с вами установили больше месяца назад, что это скорее всего будет. Вот оно и уже подходит к своему, так сказать, разрешению. Это, скорее всего, Мозырский НПЗ, который находится прямо непосредственно возле границы, потому что, как мы видим, Зеленский играет внутри большой партии, а большая партия, вот если говорить про глобальную партию, это, как учил нас Егор Летов, вот, вечность пахнет нефтью. Это, конечно же, большая война по вопросу энергоносителей. Мы видим и затык в Ормузском проливе, и, собственно, в первую очередь нанесение ущерба России как энергопрофицитной страны, которая зарабатывает на поставках нефти, а сейчас вынуждена как бы переносить акцент на внутренний рынок. Понятно, что это потери в деньгах. Ну и, соответственно, Мозырский, там же в Беларуси всего 2 нефтеперерабатывающих завода. Новополоцкий находится совсем на севере, это ближе как раз к Латвии. А вот Мозырский это непосредственно в зоне поражения непосредственно Украины. Поэтому с моей точки зрения, учитывая, что стратегия, она выбрана, стратегия именно нанесения энергетических ударов в первую очередь. Мы же видим, куда бьют. Ну вот в Москве, да, по тому же НПЗ. Ну, соответственно, скорее всего, это будет Мозырский. Но это факт. Но это фактическая сторона, то есть какую выбрали стратегию. А риторика, она может быть какая угодно. Потому что я напоминаю, что, в общем-то, столько, сколько сделала Республика Беларусь для того, чтобы попытаться замирить стороны, я не знаю, кто из соседей вообще сделал больше. Можно всячески нарекать, там, жаловаться на Минские соглашения. Я сам многократно говорил о том, что они, скорее всего, нереальны. Но по факту Минск долгие годы был площадкой, где хоть как-то встречали, даже представители Донбасса там встречались. И всем все было гарантировано. Поэтому, конечно же, это свидетельствует лишь об одном.
что на Украине вот, накопилось достаточное количество средств поражения, назовем их так. Плюс они, скорее всего, усилены уже вот системами наведения. Не зря все эти палантиры, шмалантиры. Вот. И, собственно, Беларусь уже, скорее всего, просканирована. Потому что как же работает современное оружие? Сначала это все сканируется с помощью спутников, работает цифровая система наведения, а дальше достаточно просто, так сказать, нажать кнопку. Поэтому, с моей точки зрения, решение уже принято. Оно принято в Киеве не суверенно, оно принято совместно со старшими, так сказать, партнерами и кураторами всего этого. И, в общем-то, мы находимся уже в стадии реализации этого плана. Мгм. Тогда давайте оценим это с другой стороны. Кстати, опрос нашего сегодняшнего эфира. Проголосуйте, когда все закончится, до конца лета, до начала зимы. Год-два продолжится железно. Или уже все равно, катастрофа уже, поэтому как-то гори сарай, гори и хата. В общем, какая разница? Мы уже внутри катастрофы, поэтому что там вот это, когда все закончится? Да, вот давайте вот это вот. Это, кстати, очень такой хороший нарратив, который я вот долго думал, пытался анализировать, а как учили жить вот украинцев, да, сначала в пике, всплеске, порыве пропагандистском, а вот потом куда это, почему это все вот так перешло, почему люди сейчас в соцопросах КМИС говорят о том, что 48% говорят о том, что территории важнее, чем их материальное благополучие, а там 60, по-моему, или 68 говорят о том, что независимость важнее, чем карман, ну, то есть, чем достаток. Это поразительные результаты. Это на 5-м году войны. Это так получается, что этот вариант «Гори сарай, гори и хата», как все равно уже, это прям очень важный вариант. Думаю, что за него тоже будут голосовать. Тогда давайте оценим это с позиции зимы. Семен Сергеевич, зима-то будет лютая. Зеленский говорит, и в России будет лютая зима. Будете бить по нам, мы будем бить по вам. Будет тоже отключение, будут тоже вот это вот перебои, тоже мы будем наносить эти удары. Как бы тут очень, мне кажется, очень похожая история, когда ты вот плывешь, спасаешь, пытаешься спасти, вытащить человека, который тонет, да, и ты рискуешь угодить вместе с ним. На это получается расчет. Выбор стратегии сделан. Украина принесена в жертву в большой войне, и ее функция нанести как можно больше ущерб России. То есть, почему же я говорю о том, что война будет идти до 2050 года? Я же об этом многократно, в общем-то, говорил. Мое убеждение строится на том, что стратегия, которую выбрал Запад по отношению к Украине, это максимальное истекание кровью. И пока, собственно, она истекает, она должна превратить в такую же безжизненную территорию, в общем-то, как можно большую часть России, и, как мы видим, в общем-то, и Белоруссию. Ну, грубо говоря, все по кругу в радиусе 300-400 километров. Это стратегия. Вот пока что все двигается в логике этой стратегии. Эта стратегия не новая. Вот. Это стратегия, которая, в общем-то, зашита в саму идею бандеровской Украины. Она же в чем была? Да? Что мы должны до такой степени знекровлюты, значит, Москву, а потом придет, когда мы это сделаем, придет, так сказать, уже белый господин, то есть войска НАТО в нынешней форме, да, и нанесут тот самый последний удар, который уже, собственно, уничтожит Россию. Я не понимаю, так сказать, логику стратегии с нашей стороны. У меня секретных данных нет, как говорит Дмитрий Юрьевич Пучков. Но я пока что наблюдаю, что в этом режиме эскалации мы, скорее всего, являемся ведомыми, а не ведущими. Потому что вот уже переход угроз по отношению к Белоруссии, это по большому счету результат чего? Результат безнаказанности. То есть украинские элиты, которые прекрасно торговали через посредников, говорю, 14-22, с 22 года не испытывают никаких вообще угроз для себя лично. С собой, они свои личные вопросы порешали. А что будет с территорией, их по большому счету не волнует, потому что они
считают себя частью Давайте Запада разберем. глобального. Давайте разберем. Давайте. Я вам привел аргумент. Это шокирующая лично для меня новость, но тем не менее, что люди хотят незалежности и территории в Украине по соцопросу. Можно говорить, что он, конечно, лживый. Давайте опустим это. Всем и так понятно. Ну, как это все делается, понятно. Но это публикуется, это транслируется, это кладется на стол кому? Ну, вот тем же партнерам, которым вот Трампу приехал и показал разрушенную лавру. Представляете? Зеленский. И показывают, смотри, и все в один голос. Вот, Трамп теперь на нашей стороне. Европейцы кричат. Потом, правда, как-то резкость навели через пару дней, и выяснилось, что Франция, Германия, Нидерланды, Дания, Эстония, вот кто хочет, скажем так, продолжения войны. Они против переговоров, а все остальные как бы за переговоры. Этого Кошту бедного и в хвост, и в гриву загнали, потому что он вроде как председатель ЕС, ну, Евросовета, и он говорит, я буду с Москвой говорить, пора говорить, хватит уже это все, давайте сейчас поговорим с Москвой, как-то все урезоним. Говорят, как ты-то, Кошта, иди лесом в свою Португалию топай, понимаете? То есть тут же тоже... Ты должен понимать, а под чью диктовку и дудку все идет. И сами-то европейцы уже до конца этого не понимают. Европа четко разделилась на два лагеря. То есть первый лагерь – это те, кто хотели бы, скажем так, договориться с Россией на выгодных себе условиях. Ну, то есть получить максимум гешефта из этой истории. И вторая часть Европы, вот вы их обозначили, это те, кто сделали ставку на историческую битву против России. Вот. То есть, что эта вся территория должна быть уничтожена, максимально фрагментирована и превратиться в воюющие между собой государства. И Украина для этой части, это, в общем-то, тоже часть России, исторической, подчеркиваю, ну, Советского Союза, называйте как хотите, да, которая уже встала на этот путь. И я напоминаю, что именно эти страны делали ставку на кризис 2020 года в Белоруссии. Там же в чем была идея? Идея была в том, что в ходе выборов начнутся заварушки в обществе, они будут поддержаны из Литвы, из Польши, и дальше, в общем-то, все полыхнет. В первую очередь это будет там в Гродненской области, где есть очень сильное влияние, как это называют в Беларуси, костела, ну, то есть польской, так сказать, агентуры. Там вот если посмотреть статистику, сколько в том числе священников было задержано и депортировано потом из Беларуси, ну, если они были польскими гражданами, и как проводилась активно политика карты, ну, как это, карты поляка. Вот на Украине это было не так активно, а в Белоруссии как раз активно вербовали людей через карту поляка. Отдельно в Вильнюсе существовал Европейский гуманитарный университет, так называемый. Причем парадоксально, что даже многие, так сказать, пропагандисты режима были активистами всяких пропольских организаций, учились в этом ЕГУ, которые сейчас. То есть это они очень глубоко пустили корни конкретно в Белоруссии. Потому что Белоруссия по сравнению с Украиной и с Польшей это очень маленькая страна. То есть она вот по площади достаточно большая, а по факту это всего 10 миллионов человек. Ну вот если так говорить. И по факту это страна всего с одним мегаполисом, Минском. И вот эта ставка была сделана давно, но в 2020 году что-то пошло не так. Ну, можно, это мы не будем сейчас обсуждать, что именно пошло не так. Вам об этом лучше расскажет эксперт, который был в том самом 2020 году одним из координаторов одного из кандидатов в президенты, который и поднял всю эту бучу. Он потом как-то перекинулся на другую сторону, но по факту он был одним из тех, кто заводил эти толпы. И как бы он-то потом, с ним ничего не случилось, а 1000 людей сели в тюрьму. Понимаете, парадоксально в чем? Это вот такая специфика. В этом смысле это ничем не отличается от украинских элит. Как там покойный Кива сначала был активистом правого сектора, потом переделался в махновца, а в результате оказался якобы пророссийским деятелем.
или как там еще один из ваших собеседников. Я специально, это не чтобы там на кого-то там, просто вот эта специфика пограничных людей, чтобы вот мы понимали, да, которые очень легко меняют идентичность. Сегодня я поляк, завтра белорусский националист, послезавтра переделался в как бы типа советского белоруса. Вот я ж на Украине многократно это видел. Можно даже поднять интервью Медведчука, когда я был активным политтехнологом в начале-середины 2000-х. У Медведчука выходили интервью о том, что он украинский националист. Он хвастался тем, что его предки, он же сам рожден в Красноярском крае, в городе Ачинске, если я не ошибаюсь, или где-то там, ну, короче, в провинции Красноярского края. И он хвастался, что он дитё, так сказать, украинских националистов, сосланных в Сибирь. А в России рассказывал о том, что он сибиряк. Это специфика вообще всего пограничного общества. Я это называю глобальной западенщиной. Вот я, может быть, профдеформирован страшно, но с моей точки зрения глобальная западенщина тянется от Выборга в Ленинградской области до Измаила в Одесской области и в Кишиневе. Это вот люди, про которых, ну, историческая память которых связана с тем, что режимы внешние очень часто меняются, а там надо просто как Папандопула в фильме «Свадьба в Малиновке» вовремя сменить флаг. И вот на это, собственно, ставка и сделана. Подождите, Почему стойте. они кошмарят Беларусь? Смотрите, очень интересно. Вы рассказываете, если бы только флаг менялся. А флаг-то не меняется. Флаги-то менялись восточнее. И как раз-таки не поэтому, ну, валу, да, или там вот этой, по этой линии, которую условно вы прочертили географически. То есть мы имеем дело на самом деле, вот как мне кажется. И вот знаете, вы говорите профдеформировано, не профдеформировано, нет. Вы, скажем так, слишком много ума набрасываете на вот это все. Ну, выходит Зеленский и говорит, значит, Путин слабеет, украинцы, прячьтесь. И ты как-то немножко... Я в ступоре. Я перебирал эту фразу сегодня целый день. Я прям думаю, ну что имеется в виду? Ну, понятно, что там, вот, крыса загнана в угол, там больно кусает, вот это все. Но по большому счету, если слабеет, то что прятаться? Выходите, люди добрые. Побеждаем же. Нет, говорит, будут ракетные удары. Как ракетные удары? Так ПВО же дали. Дали, видели же все ПВО? Или не дали? А деньги дали или пообещали? 100 ракет Патриот, которые еще не произведены, британцы для нас купят. И еще там дронов, и еще каких-то еще моментов. То есть, подождите, так а чего прятаться, раз он слабеет? А сколько он еще будет слабеть? То есть логика отбита напрочь. Ровно так же, да, давайте заканчивать войну. Сейчас я ударю по ретрансляторам в Беларуси, но тут же никто не разбирает эту фразу. Он говорит, стоят ретрансляторы, которые перенаправляют российские дроны, координируют их для ударов по мирным целям. То есть россияне, убийцы, белорусы помогают россиянам-убийцам. И вот это все специально по мирным. Хотя все видят прекрасно, что это за война. Да? Когда прилетает и убивает мирных, но это не потому, что... Единственное, были пару случаев, когда это там специально дали цели, ну там перебросили противной стороне, и когда прилетела конкретная ракета, убила там олигарха, например, агрария, да, Водотурского. Ну так случилось. Ну, вот и все. Не летело, не прилетело. А также все это понимают. Но мы хотим мира. То есть Зеленский отказывает себе в логике, в самом простом. Он был раньше более логичен. Сейчас такое ощущение, что это вранье нацелено только на одно, чтобы быстро, как цыганский гипноз, помахать руками перед тобой, вытащить денежку, ну и все, расход. А расход будет в ноябре, да. Как вам кажется? Вы правильно все оценили, это как уже многократно в мемах описали, дайте гроши. Да. То есть он перед спонсорами отчитывается о том, что все работает четко. Вы же помните, это ключевая история, когда он вылез на прошлой неделе с рейтингами Путина. Да, это отдельно. Вы как политтехнолог прокомментируете эту историю. У нас, я заметил, нет комментариев нормальных этой темы.
Ну, потому что это сложно комментировать, потому что это абсурдно. То есть, вот вы описывали про отсутствие логики, это тоже абсурдно. Ты вообще кто? Политтехнолог, ты социолог, какие ты там перехватил записки, кого, непонятно кого. То есть, если включать логику, то есть должен быть адресат. То есть, он должен был назвать ну, какого-то референта, да, который докладывает в администрации президента. У него там есть фамилия, имя, отчество, должность. Кто делал этот опрос? То есть, это же тоже важно. В России не так много, ну, очень большая страна. Это на Украине очень много социологических контор. Ну, в маленькой стране просто мерить. А в России для того, чтобы померить, это надо обладать огромными ресурсами. Ну, то есть, больше 90 субъектов федерации. И им несколько были объявлены иноагентами. То есть, по большому счету, подобного рода опрос могло провести в России всего там 3-5 контор. Ну, это если вот по-честному говорить, откуда могли бы быть такие данные. И, соответственно, должны быть исходные данные, чей это опрос, куда этот опрос. Но, как мы помним, в рамках когнитивной войны факты значения не имеют. Имеют значение эмоции. Тут я вот тоже немножко из своей профдеформированной, так сказать, реальности. Это концепция когнитивного удара. Когда эмоции вот так вот забиваются в мышление, потому что в чем особенность? Наше мышление, наш мозг, вот, он одновременно обрабатывает и логическую информацию, и эмоциональную. Этот эффект каждый должен был испытать на футбольном поле. Вы, тем более, как любитель футбола, должно быть близко. Вот вы оказались на поле, ну не анализируете вы рационально, что происходит. Особенно, когда опасность возле ворот, либо наоборот, наши создали опасность возле чужих ворот, и ты даже не хочешь в эту волну вставать, когда вот все поднимаются на поле, ты автоматически вместе со всеми встаешь. Почему? Потому что у тебя эмоции ну вот они прям захлестывают тебя. Я это, кстати, И Зеленский... я этот эффект наблюдал после удара по Капотне. Столько желчи, причем с одной и с другой стороны, ну, я давно такого не видел. Значит, получается, что эффект достигнут, раз люди еще больше начали грызть друг другу глотки. Хотя я объяснял, я пытался объяснить, ребята, это НПЗ. Потом прошло 3 дня, и выяснилось, да он какой-то такой фурычил так-сяк, ну, то есть не на полную мощность. Да, сказать, что это там такой, да, ну, красиво, но сказать, что сильно большой ущерб, ну, ущерб, да, никто не отнимает. Но не так, что бог весь какой, что сейчас Россия вся стала, понимаете, Наполеона там пририсовывают, Москва сожжена, но это какой-то бред. Однозначно я приведу тоже пример. Вот наша прошлая беседа была, я был в Краснодаре. И специально, ну, мало того, что у меня дом писателя в Евпатории, вот, дача, я специально побыстрее поехал в Крым для того, чтобы самому посмотреть. Я с этими же целями в 2015 году приехал на Донбасс. Одно дело то, что нам в медиа сообщают, а другое дело, как оно есть на самом деле. И вот что могу доложить, так сказать. Тем более, а до этого мы тоже общались, я был в Крыму. Я раньше, чем даже многие там официальные медиа рассказал о начинающемся дефиците. Да, дефицит имеет место быть. Но никаких панических настроений, это если почитаешь украинские паблики. Все пропало, крымчане бегут, наносятся когнитивные удары. Это вот тот же этот Федоров, кстати, человек с удивительно русской фамилией, да, ставший националистом. Крым превратится в остров. Я спокойно доехал с перевозчиком из Краснодара до Евпатории. Да, дефицит есть. Да, люди во многом пересели на велосипеды. Но это, ну я шучу, конечно, но это было бы даже полезно, потому что очень подрасслабились. В магазин через дорогу ездят уже на машине. Пару километров можно и пройти. Но в целом заправиться можно. Да, режим экономии. Да, это отразилось на перевозках, в этом смысле на маршрутках и в электричках народу стало намного больше. Раньше вообще электрички ходили полупустые. Сейчас, да, стало больше людей ездить на электричках. Но по большому счету крымчан это не то чтобы, ну, никого не удивило. После отрубания ЛЭПа, после воды, ну, то есть это же память, она все это помнит. Семен да? Сергеевич, после того, как человек на месте, так вот я хочу точечно, значит, комментарий Федорова, что там будет звездец в Крыму. Вообще слышали что-то об этом крымчане, о Федорове?
Реакция Лаврова на это была, конечно, ну, снисходительно никакая. Он круче даже прошелся по европейцам в своей этой статье, которая не опубликовалась в Политико, а опубликовалась на сайте, ну, про Европу, да, то есть там о том, что, ну, прошелся жестко по Европе, конечно, без вопросов, где-то натянуто, где-то в точку, ну, там, если хотите, можем коснуться этой темы. То есть про Крым, про угрозы, конкретно оценка. И главный момент, есть версия, это у меня Кость Бондаренко ее озвучил, ну, версия, что, а может, вот эти QR-коды и с вот этим, скажем так, режимом, когда дефицит пытаются в рамки какие-то поместить, связаны планы большого наступления с Крыма на Николаев, о котором, я помню, говорили, ну так, не сильно громко, что, мол, как попрут оттуда вперед. И вот эти удары, они носят, несмотря на картинную подачу Киева, что смотрите, там Мадяр всех перебил, все там уничтожили, они действительно носят оборонительный характер, превентивный, чтобы не поперли, собственно, армады и не перешли с наскока Днепр и поперли дальше. Ну, скажем так, я не являюсь профильным военным экспертом, чтобы давать оценки тому, сколько есть у кого сил, да? Но как показывает нам опыт последних лет, что мы перешли к ситуации позиционной борьбы. То есть, в первую очередь, борьба проходит в так называемом малом воздухе, то есть, не совсем там, где авиация летает, а вот непосредственно над полем боя. И только после того, как выполнена полная зачистка, мы же видим те населенные пункты, которые переходят под контроль России. Сейчас же они один за другим, небольшие, но это не имеет значения. То есть, там все превращается в выжженное поле. Правильно же? Началось это, в общем-то, реальность, которую мы осознали с, как его правильно назвать, нашим контрнаступом имени покойного Пригожина. Да? Ну вот, когда был полный провал на линии фронта, когда, в общем-то, взошла его звезда, вот, когда Россия в лице Пригожина активно участвовала в когнитивной войне, то есть он прям значительно, ну, вот как бы Вагнер стал брендом. Я просто напоминаю, это не так давно было, всего несколько лет назад. И, в общем-то, мы видели, что во что превращается взятие конкретного одного населенного пункта. Ну, а теперь представьте себе, что такое Крым. Да? То есть, это, в общем-то, территория с большим количеством населенных пунктов. И посмотрим, куда демонстративно наносятся удары. По поезду. Опа, зачем? Ну вот, это же по поезду, не по эшелону с какой-то военной техникой, а вполне по гражданскому объекту. Потом, ну вот тот же история с автобусом. Вчера буквально, ну это не в Крыму, но рядышком, по грузовику. То есть, можно сделать выводы, что цели наносятся по обществу. Понимаете, не по государству. Так Государство Россия, живет своей подождите, реальностью. Россия делает то же самое. Ну, по какому автобусу с гражданскими или по поезду с В Никополе, гражданскими? в Херсоне, маршрутки с гражданскими. Никополь, Херсон. Гражданские. Дальше. Фуры. Днепр-Николаев трасса. Недавно, это вот буквально вот это за последние 2 дня, там, сегодня, вчера. Тоже фуры, 2 фуры подбили, водитель одной погиб. Гражданский. Что везли, не сказали. Ну, не знаю. Ну, то есть, я не буду тут. Но ну, давайте так. Это становится обоюдной Нет, ну, смотрите, историей. я двигаюсь от фактов. Вот смотрите, пассажирский поезд, конкретно пассажирский, прицельный удар по машинисту. Автобус с детьми, прицельный удар по автобусу с детьми. Фуры, согласен, можно оставить за скобками, потому что мы не знаем, что они и как везут. Бензовозы ну, вот, и потому, с одной и с другой стороны. Непонятно. Ну, то есть бензовозы Нет, с одной и с другой война с стороны. горючки началась, это факт. Так, смотрите, Херсон, Никополь, охота буквально на гражданских. На гражданские машины. Ну, это факт, это не пропаганда. Ну, то есть, понимаете, тут не получается быть в белом пальто ни одной, ни другой стороне. Плюс Россию... Белого пальто здесь нет. Постойте, Россию вызвали на вот этот бой в мидл-страйке, понимаете?
Мне так нравится вот это. Мне всегда бесило, когда Зеленский вот применяет вот эти англицизмы. Ну, у нас теперь официальный второй в Украине английский, и он англицизмы применяет. Это boots on the ground, типа сапог на земле, ceasefire, понимаете, типа прекращение огня. Ну, это выглядит как-то даже, знаете, по-бусурмански, чужеродно как-то. Но вот это, смотрите, у Украины это называется middle strike, а в России как называется? Да никак, летел FPV, отработал там куда. Понимаете? Причем мы видим, как это все работает. Искусственный интеллект. Заканчивается батарейка в дроне. И надо его, тут у тебя два варианта. Или в кусты, ну, условно, не нашел цель. Или нашел примерно какую-то цель. Причем это абсолютно сермяжная правда вот этой ужасной дроноводческой войны. Если на всех войнах снайперы с них шкуру сдирали живьем, ну потому что это такой вид, ну это очень много мести, много крови, это такой, это очень холодный, то сейчас дроноводов лупят и не жалеют, и, ну как бы видите, они теперь демоны как бы в отношениях. То есть штурмовиков там понятно, где там кто в плен, а вот тут уже в плен не берут, понимаете? Ну, я думаю, что по теме дроноводческой войны лучше с моим напарником по чистоте понимания Алексеем Чадаевым поговорить. Ну, он прям... Это совсем его профдеформация. Я могу судить только по чужим экспертным мнениям. Вот поле, ну, в смысле, зона конфликта в районе там 50-70 километров уже давно превратилась в, ну, как ее называют, мертвую зону. Это по обе стороны Днепра, в Харьковской области и так далее. Там, где действительно вообще непонятно, что где ударит. Буквально недавно вот общался с коллегами, которые были в Скадовске, вот, в Энергодаре, ну вот с этой стороны Днепра. Все то же самое, вообще неизвестно, что, где, куда и прилетит. Эта война началась не вчера со всеми этими middle страйками, да? А вот то, что начались уже непонятные удары по, подчеркиваю, прицельно, ну, то есть это же еще с угрозой, понимаете, если бы это не был элемент когнитивной войны, можно было бы списать на частную инициативу какого-то там оператора, еще на что-то. А когда сначала бьется по поезду, а потом звучит угроза, что мы превратим Крым в остров, Да, на ну, официальном уровне, очевидно, от официального политика. на официальном уровне, Да. да. То есть можно сделать вывод, что это и есть главная цель – спровоцировать панику. Ну вот опять же, я сейчас нахожусь в городе курортном. Вот, действительно, ну, бронь отменяется. Народ не очень едет, ну, в сторону Крыма, меньше, ну, потому что тебе и запас бензина нужно сделать. Ну, то есть, это факт. То есть, цель своя достигнута. Но давайте просто перейдем на следующий шаг логики. То есть, со стороны России я не видел ни одного, ну, и даже со стороны Белоруссии, какого-то заявления террористического типа. Ну, когда вот типа звучат угрозы, что вот если нет, то тогда так. И какой из этого можно сделать вывод? Да, что у нас все-таки государство живет в своей логике, и ему до украинского общества, по большому счету, дела нет. Все, извините, Семен Но это, Сергеевич. кстати, очень хорошо видно с диверсантами. У нас берут каждую неделю новости. Там один завербованный там наводил, другой завербованный наводил. А с Украины таких новостей намного-намного меньше. Сердце сжалось аж. Сердце сжалось. Новость пришла. Семен Сергеевич. Президент Польши отобрал у Зеленского орден Белого Орла. И тут такая слеза должна течь. Яка прикра несподіванка. Цитата Да? Навродского. В польско-украинских отношениях есть границы, которые нельзя переступать. Намекая на присвоение одному из подразделений звания имени героев УПА. Вот это поворот, и не ожидал же никто. Я не считаю, что это поворот, потому что я давно следил за политикой Польши по отношению и к Белоруссии, и Украине. Эта политика очень иезуитская. Вот как в «Золотом теленке» ксензы, которые охмурили Козлевича.
То есть они всегда действовали с двух рук. Они, с одной стороны, рассказывали, что они евроадвокаты, строили из себя, значит, что мы хороший пример того, как надо евроинтегрироваться, мы вам поможем. А с другой стороны, всегда продвигали свою конкретную, такую польскую империалистическую идеологию о Великой Польше, об утраченных всходних кресах. Просто у них проблема была одна, что товарищ Сталин, особенно с Украины, там же вот это была операция Висла и не только, когда, в общем-то, польское население отправили в Польшу. Те, кто был, так сказать, украинское, назовем ее так, русинское, гуцульское, карпатское население, отправили на Западенщину. И возможности апеллировать к тому, что Львов то и польский мясо, не осталось, потому что поляков во Львове нет. Да? Из Гродненской области, кстати, не так особо переселили, и мы видели, в общем-то, последствия всего этого. Поэтому поляки всегда вели такую игру, и судя по всему, у них же есть еще внутриполитические задачи, да, которые нужно решать. И внутриполитические задачи какие? Во-первых, украинская диаспора, скажем так, немножко стала фактором раздражения, особенно вот то, что новости доносятся в уголовной сфере. Поляки это тоже еще те формазонщики. Но вот в Российской империи одни из, так вот, если мы почитаем там и романы тех времен, и новости, да, что из Варшавы были главные воры. Поляки тоже всегда славились и контрабандой, и бандитами, да, вот, как любые приграничные. А это теперь усилилось украинским криминалом, вот, усилилась торговлей людьми. Вот. Я имею в виду, в первую очередь, организация проституции и дешевой рабочей силы, фактически на плантации. Да? И это вызывает огромное внутреннее недовольство. И полякам поэтому нужно отыгрывать, что их же в чем критикуют местные, так сказать, общество, да? Что вы легли под Украину, вы полностью, так сказать, слились с Евросоюзом, и поэтому им надо отстраиваться. И это элемент, в общем-то, отстраивания. А второе – это историческая память, с которой ты ничего не сделаешь. А историческая память, она такова, что в первую очередь те же погромы бандеровские, скажем так, ауновские, они проходили против польского населения. Буду спорить с вами. Вы говорите, ничего не сделаешь с исторической памятью. С украинской же исторической памятью что-то сделали. Тут вот болгары закрыли дорогу, не знаю, надолго ли, это детали бюрократические, дорогу 21-му пакету санкций закрыли, потому что патриарх Кирилл. Все, понимаете? Все, говорит, нет, уперлись. Вот это ты не сделаешь ничего с исторической памятью. А с украинской, подождите, а с украинской, получается, сделали. Сделали. Вы слышали вот эту историю с шоу труппой «Маски» из Одессы? 4 штрафа пришли в паяле, причем насексотили, направили мовного омбудсмена, билетерша старенькая, там женщина инсульт получила, потому что, срач устроили. Штрафы им выписывали в марте, пришли к ним в июне. Этот бедный Борис Барский говорит, да-да-да, там мы там порешали, никто увольнять билетершу не будет, вывеску сменим, напишем по-украински, вот это все, пытаются как-то это все уладить, осадить. Ёлки-палки, я иногда так, знаете, нет, я хотел бы на самом деле, чтобы дольше прожил Жванецкий, но мне иногда кажется, что как хорошо, что его нет с нами сейчас, то есть иначе бы он так описал бы эту ситуацию. И вы говорите, историческую память не стерли, и ничего с ней нельзя сделать, так вот же получилось. Ничего нельзя сделать, смотрите. Дело в том, что в исторической памяти же воспроизводятся разные типажи. И вот типаж доносчика и коллаборанта – это тоже один из типажей. Я вот немножко расскажу о своей, так сказать, семейной истории, просто для чистоты понимания. Отчим моей мамы, родом, он польский еврей был, он родился еще до военной Польши, из города Черткова, это Тернопольская область. И вот когда началась уже Великая Отечественная война в 1941 году, часть большого семейства перебралась на запад, часть, в том числе он, уехал в Башкирию, там немецкому языку учил, в том числе наших диверсантов, потом был руководителем агропромстроя в Новосибирске, а потом вернулся
А вот часть осталась, вот, понадеявшись, что договориться. И практически всех родственников, включая его родную сестру, они были убиты вот в том самом городе Черткове, Тернопольской области. А сдали местные, потому что сначала первые полгода они прикрывали, прятали, а потом, когда немцы назначили хорошую награду тем, кто выдаст, вот, они сами сдали и выдали. И вот это была именно семейная история, потому что вот психология коллаборациониста-предателя – это тоже наша историческая преемственность. И в чем же особенность государства, да? Что государство опирается на какую-то историческую преемственность. В России тоже были тяжелые времена, особенно в 90-е, это период ельцинизма, когда у нас коллаборационизм всячески стимулировался. Это привело к своим отрыжкам нездоровым. Вплоть до позапрошлого года в одном из частных музеев Ростовской области был памятник Краснову, который присягнул Гитлеру. И, в общем-то, власть закрывала на это глаза. Типа частный музей, мы к этому не имеем отношения. А попытка в Питере установить доску Маннергейма, это что было? Весь город... В Питере это круто, да. Так весь город просто на ушах стоял. То есть это просто был скандал. Этот скандал очень тихо замяли. Но сам факт, понимаете? То есть это была болезнь, которой были мы все поражены. Ну и, кстати, тот же Жванецкий, земля ему пухом. Это же ему принадлежат, с моей точки зрения, абсолютно паскудные слова. У него вот есть одна из юморесок, да, что моя мечта, неточная цитата, вот место, где стоит Россия, там сравнять с землей и построить что-то новое. Это из 90-х годов. Что это вообще такое? Это были наши общие настроения, которые поразили общество где-то в году 89-91. Что мы тупиковая ветвь цивилизации. Ну, подождите, а что мы, как вот 90-е? Ну, это была не тупиковая ветвь развития? Оно потом усилилось, конечно. Ну, только когда начали ломать спецслужбисты олигархов через колено, тогда там какое-то чего-то где-то оно как-то так... И плюс еще рынки дали, период такой нулевых, когда и Украина тогда поднималась. Не потому, что... На металле, да, конечно. Не потому, что гении какие-то были, а потому, что нужен был миру металл, руда, вот это все. То есть, понимаете, нефть, там, газ, это все было потоком, этого всего было много, только и всего. И поэтому, у нас говорят, вот гении были экономики. Да такие они примерно все одинаковые были. Те, что сейчас, это, конечно, это тоже. Поэтому, может, и правда хотелось сравнять с землей эти 90-е, с этими братками, с вот этими всеми, скажем так, переделами, с плевком в обычного образованного человека. Тоже ведь не сахар был. Просто от нас это так далеко, и кажется, что это уже, опять-таки, с точки зрения Украины и поколения, которое пережило развал Союза, 90-е, вот эти вот нулевые идиотские, потом Майдан-1, Майдан-2, Майдан вот этот, и который перерос уже в это все. Но это просто у поколения нет жизни. Я тут не просто согласен, я тоже постоянно своим российским коллегам объясняю следующую вещь, что жители Украины – это не просто жители, где 90-е не заканчивались, они еще и усугублялись с каждым годом. И в этом главное отличие, потому что вот у нас, особенно кто немножко, так сказать, там присосался либо к какому-то там госфинансированию, либо в какую-то корпорацию встроился, он уже года с 99-го себя чувствовал прекрасно. Особенно это для столичных жителей было свойственно, что Москвы, что Петербурга, они там в Финляндию, в Милан летали чаще, чем в Сибирь. А извините меня, в том же, вот я недавно был в Красноярске, там был Толя Быков, хозяин края, человек, который отжал алюминиевый завод, с которым вообще никто ничего сделать не мог из федералов. И он десятилетиями на этом сидел, и люди пропадали, и в Красноярске просто там фамилию Быков произносили, это прям страшно было это все сказать, да. Хотя в Москве в это время уже были корпорации, все уже было четко, уже такой Запад построили. Потом, допустим, екатеринбургские, свердловские бандиты.
вот, уралмашевский. И это тоже вообще мама не горюй, как это было. И это тянулось достаточно долго. Ну или, допустим, ну так сказать, вороватые элитки, да, и связанные с этим ОПГ. Вот сейчас у нас начали немножко вскрывать Краснодарский край. Вот, не знаю, следите, не следите, там немножко так с событиями, да. Все замы губернатора сидят, вот, и не только они, и там вскрываются такие махинации. Вот. Мама не говорю. Ничем, кстати, от украинских не отличаются, да. То есть в Краснодаре чиновников садят, а Краснодар плывет после каждого сильного дождя. Ничем, по большому счету, от Киева не отличается в плане, так сказать, эффективности именно управления выделяемых средств. И я уверен, что если вот глубоко копнуть во все эти элитки в Питере, кстати, недавно взяли очень авторитетного предпринимателя еще с 90-х годов, Трабер, по-моему, его фамилия, ну, он там как антиквар проходит, вот, шьют, ну, по сообщениям прессе, заказное убийство. Уже в 2020 году, там был тоже такой депутат Петров, как раз где-то в Выборге, если не ошибаюсь, да, и вот этого Трабера в этом обвиняют. Ну, чистый антибиотик из бандитского Петербурга. Поэтому эта болезнь у нас была общей, и надо про это не забывать. Ну, просто какая-то часть бывшего Советского Союза все-таки начала выходить в какое-никакое госстроительство. Я сейчас не буду описывать, какое именно, потому что оно тоже было местами очень кривоватое, да? Но начало выходить. А конкретно Украина, Молдавия. Ну, Украина не одна, чтобы мы не делали иллюзий, что это только Украина. Похожая история в Грузии и похожая очень история в Армении, которые из 90-х по большому счету не выходили, а 90-е только усугублялись. Да. И вот в этом смысле это общие процессы, да. Да, друзья, всем большое спасибо, что поставили лайк. Слышим, как подбирается вражеский полубелый, полусерый список к каналу, интернет-каналу Семена. Но я думаю, что как бы все нормально пока, поэтому давайте. У меня будет Будем еще... держаться. Да, будем держаться на линии. Значит, у меня вопрос, и потом перейдем к нашим уважаемым зрителям. О, Господи, только хотел вопрос задать. Решение лишить президента Украины Орла, ордена Белого Орла, это стратегическая ошибка президента Польши, от которой выиграет только Москва. Нам жаль, что эмоции взяли верх в Варшаве, заставили польских политиков предпринять неоправданно импульсивные пренебрежительные шаги в отношении даже не президента Зеленского. Нет, ладно там Зеленский, чего уж там. Украинского государства, заявил глава МИД Сибига. Пошла вода в хату, как говорится, Семен Сергеевич. Белый орел, все вот пишут водка в чате трансляции, я смотрю. Нет, хорошая группа была, чего. Так. Как упоительны в России вечера. Я, кстати, был свидетелем, как на выпускном в школе номер 14 города Ивано-Франковского, который был у моих друзей, школа украинская была. Там были русские классы и украинские. Под песню «Как упоительны в России вечера» танцевали и гуцулы, и русские, и кого только не было, понимаете? Поэтому у нас свой белый орел. Я был свидетелем, это 94-й год. Да, значит, один вопрос, и пойдем уже как бы к нашим уважаемым зрителям. Зеленский делает заявление. Трамп пообещал усилить поддержку Украины, вернуться к политике санкций против России. Никто не видит, что Путин хочет сесть и закончить войну путем диалога. Есть ощущение, что даже люди вокруг него понимают, что он не может оккупировать всю Украину и не может выиграть эту войну. Очень хочется, чтобы мы закончили войну как можно скорее. Для этого нужны санкции. И президент Трамп сказал, что он вернется к этой политике. Это хороший сигнал. Конец цитаты. Это Зеленский. А я про Трампа хочу спросить. Не, понятно, что там можно приплести, накрутить. Как вы оцениваете Трампа в отношении возвращения его в Украину? Он же так и сказал. Я вернулся. С Ираном покончено.
Ну, тут мы ставим 3 точки и улыбаемся ехидно, потому что там Израиль не дает покончить с Ираном. Армуз то разблокировали, то заблокировали, сейчас выкатили новые условия. Израиль бомбит Ливан, поэтому там Трампу нужно еще... И причем после перемирия сегодняшнего объявленного. Там еще придется разбираться и разгребаться. Но как вы оцениваете, с кем будет Трамп в вопросах Украины, войны в Украине? Трампа я оцениваю в первую очередь как коммерсанта, который зарабатывает на коротких сделках. Посмотрите, сколько он уже с помощью инсайда на, так сказать, миллиардов было поднято. То есть суть по моей реконструкции, Трамп после победы, он же обещал осушить болото и ликвидировать Deep State, но на первом сроке ему объяснили, кто здесь главный. На второй срок он попытался дернуться, понял, что все равно всем рулит спецслужбы, олигархия, и сейчас это к этому прибавился еще финтех и вот эти крупные IT-корпорации, которые срослись с банковскими. И он решил, так сказать, расслабиться и получать удовольствие. А удовольствие у него в следующем. Сначала он пытался наиграть на Нобелевскую премию и стать, так сказать, историческим деятелем. Мы же уже подзабыли об этом, да? Хотя наши первые беседы с этого, в общем-то, начинались. А второе, он же коммерсант в своей, так сказать, в анамнезе, да? И он как коммерсант производит информационные поводы, а штатовская экономика – это экономика биржевая. Мы же помним, что там за 2 дня на новостях можно надуть такой пузырь. Ну, как в рамках страны это может немного, а в рамках частного инвестора речь идет о миллиардах долларов. И поэтому ко всем его заявлениям, так сказать, с точки зрения человека из 90-х нужно относиться как к балабольству, вот, а с точки зрения ну, как бы экономической модели, которую они создали спекулятивному, к этому нужно относиться как к биржевым спекуляциям, на которых он либо его ближайшие партнеры, а чаще всего это связано, потому что это же всякие там фонды, шмонды, вот, какие-то инвестиционные конторы, они просто на этом зарабатывают. Мы это хорошо видели по поводу этого меморандума вокруг Ормузского пролива с Ираном. То есть мира, так сказать, никакого еще не было достигнуто, но пошли вверх акции, и инвесторы крупнейшие заработали около, там, ну, по сообщениям СМИ, около 300 миллиардов долларов. То есть уже назад Ормузский пролив заблокирован, но люди свою, так сказать, прибыль уже сняли. Вот так и нужно относиться к Трампу. Это да. Так, друзья, всем большое спасибо за то, что голосуете в нашем сегодняшнем опросе. Ну, понятно, что, какие, в общем-то, варианты, какие варианты в лидерах, да, это все как бы очевидно, как белый день. И, в общем-то, никто и не сомневался. Значит, у нас 5% считают, что до конца лета все закончится, 14% до начала зимы, год-два будет железно, это победитель 48%, плевать, катастрофа уже 34%. Как вы понимаете, уважаемые зрители, ну, в общем-то, такая вот история. Других результатов мы не ожидали. Что скажете, Семен Сергеевич? Ну, что я могу сказать? Я еще в 23-м году написал книгу под названием «Украинская трагедия». Вот. Я продолжаю относиться. Во многом я и в черно-белом цвете поэтому, потому что я считаю это невероятной трагедией всей нашей культуры и нашего народа. Ну, что? Ну, так оно и есть. Это факт. Нам не повезло жить в эти времена. Это да, что не повезло, то не повезло. Так, перейдем к вашим вопросам. Начнем, пожалуй, с сообщества YouTube. Давайте отсюда. Режим Блиц. Так. Вопрос. Семен, опишите нынешнее настроение в правящих кругах Москвы. Кто побеждает, голуби или ястребы? И какие партии сейчас в фаворе? Ой, ну это вопрос не особо ко мне, потому что я не являюсь деятелем, так сказать, вокруг столичного истеблишмента, поэтому никакими инсайдами не владею. Но из того, что я вижу, ну,
по объективным только процессам могу судить, то части спекулятивного капитала закручивают гайки, вот, где-то даже национализируют одной рукой, то есть растет власть, так сказать, силовой корпорации, назовем ее так. Она страна большая, она очень разная. У нас отдельно там есть, там, грубо говоря, ФСБ, ФСО, МВД и не только, да. Ну а в обществе, если верить социологам, да, то растет, тревожность, скажем так. Тревожность может вырасти и в какую-то там социальную депрессию, в социальное отчуждение. Вот. Но это никак не связано, потому что воюют государства, а общество, потому что народная война у нас не началась, вот, и вряд ли начнется в текущем политэкономическом укладе. Поэтому сколько пропаганды не сравнивают это с Великой Отечественной, это, скажем так, это передергивание и манипуляция. Ну, а если я не заглядываю в последнее время в наших официальных пропагандистов, да, вот, но то, что я вижу иногда в нарезках у нашей официальной пропаганды, там уже зрада стоит зрадная. Извините. Им уже истерят. Да, прям извините, страшно. пожалуйста, я не полную информацию дал, она просто только что вот появилась по поводу Сибиги. Я вот как бы... я ж прочел заявление, да, что он там, вот это не Зеленского отняли Белого Орла, а украинского государства. Сибига заявил, что вернет Польше крест командора со звездой ордена за заслуги перед Польшей, которым его наградили в 22 году. А? Какой ход? Вот это я понимаю. Вообще, солидарность с паном Атаманом, что тут Взял медаль, сорвал, как бы... бросил под ноги. Выживать-то важнее. Что это вот эта польская медаль? Это чушь. Кстати, в этом контексте я все-таки, когда готовлюсь, вот эта прекрасная книга ОУН-УПА в Беларуси, это, кстати, вот из письма начальника по теме оперативного пункта транспортного отдела, значит, НКВД Белорусской ЖД о положении в Дымачевском районе Брестской области. И вот он описывает разницу между украинцами и поляками в той войне. Цитата. «Немцы стремились остро подчеркивать свое особое отношение к украинскому населению, проживавшему за рекой Буг. Был пущен в ход националистический лозунг «Самостийная Украина». Создавали всякого рода украинские организации, кооперативные объединения, значит, городским улицам присвоили имена. И вот из этой уже докладной про поляков. А поляки без конца продолжали верить в возрождение Польши, жили этой надеждой, но в одинаковой степени ненавидели как нас, так и немцев. 3 ноября 1943 года. Понимаете, на уровне схемы ничего не поменялось. Внешние силы подыгрывают украинскому национализму, а поляки думают, что они играют в Великую Польшу, хотя их точно так же втягивают в эту войну. Так, следующий вопрос. Петр, к чертям политкорректность. Семен, как человеку далекому от спорта и от футбола в частности, в матче Франция-Сенегал. Как понять, кто из них Франция, а кто Сенегал, если не слушать комментатора и не смотреть титры? Я ни разу не футбольный фанат, поэтому мне далеки и Франция, и Сенегал. Я всегда только болею за наших. И то в условиях, когда для меня наши практически все постсоветские республики. Тут я вам вообще не советчик. Чувствовать надо. Чувствовать. Кто есть кто. Как-то так. Интуиция должна быть развита. Если не смотреть на титры и комментатора не слушать. Вообще слушайте комментаторов. Но только не в украинских. Только не украинского футбола. Ни в коем случае. Почему был инцидент? Хорошо. Добрый вечер. Семен Сергеевич, знаете ли вы, что труды Кара-Мурзы, которые вы продвигаете для чистоты понимания в академической и научной среде, считаются упрощенным обществоведением, симулякром науки, опирающимся на мифы и эмоции? Не кажется ли вам, что для чистоты понимания надо рассмотреть эту критику и тоже дать людям, а не только читать Кара-Мурзу как истину в последней инстанции? Вы зачитываетесь Кара-Мурзой? Я просто, Я не зачитываю. У меня есть отдельная рубрика. Я разбираю книги, которые я считаю очень полезные для чистоты понимания. То есть я их цитирую, выдержки, не все подряд, то есть не начитка это, да, и даю какие-то свои комментарии.
Ну, это не только Карамурза. Просто загляните немножко дальше в архив, вы увидите Александра Зиновьева книгу «Запад», которую я разбираю, очень полезную. Кстати, один из лучших, ну, не то что лучший, мой любимый разбор – это «12 стульев» с комментариями. Потому что, когда мы читаем Ильфа и Петрова, мы многое в тексте не понимаем, потому что «12 стульев» писались как сериал своего времени. Они выходили в журнале с продолжением, и все советское общество зачитывалось. Если вот прочитать эту книгу с комментариями и разъяснениями, что имел в виду, так сказать, и Киса, и Остап, и над чем, в общем-то, издеваются, и как это воспринималось, книга же писалась про 27-й год, и там, соответственно, сатира на общество, в котором всего 10 лет назад была революция. И мы не понимаем, по большому счету, о чем книга «12 стульев». Конечно, искрометный юмор понятен, да, но мы же должны не забывать, кто ее писал. Ведь сам сюжет, ну вот как считается, что Пушкин подсказал сюжет «Ревизора» Гоголю, да, ну, дальше Гоголь сам написал. Вот точно так же Катаев, великий русский и советский писатель, это же родной брат Петрова, почему Петров взял псевдоним, да, чтобы тоже не быть Катаевым. Он подсказал сюжет «12 стульев». А Катаев же в чем был человек? Он когда во время гражданской войны в Одессе, он был белым поручиком. И по большому счету он спасся, да, ну то есть его не репрессировали, ничего не сделали, но он уже тогда был, в общем-то, писателем достаточно известным. И это величайшая сатира на общество, пережившее гражданскую войну. И я считаю, что так как нам это предстоит, мы сейчас находимся внутри гражданской войны, вот, а когда нам предстоит пережить ее, нам нужны будут еще свои 12 стульев. Поэтому я разбираю множество книг. Просто сейчас, последние несколько месяцев, я, в общем-то, сакцентирован на Карамурзе. Почему? Потому что я считаю его одним из великих наших обществоведов и мыслителей. Он не так давно нас покинул. Его последняя книга «Невежество 21 века» или «Погружение в новое средневековье» издана всего тиражом 500 экземпляров. И я считаю, в общем-то, необходимым таким малым тиражом книгу разобрать. Для меня лично это важно. Так, Семен, вы лично знали, общались со Остапом Дроздовым еще до того, как ваши взгляды окончательно разошлись. Если отбросить всю последующую политическую историю, что в Дроздове тогда вас больше всего удивило и впечатлило, как в человеке и собеседнике? Это не очень корректно говорить. Дело в том, что я был политтехнологом и сотрудничал с огромным количеством журналистов на Украине. Вот. Это было профессиональное сотрудничество вот, в рамках там, где-то штабной, где-то предвыборной деятельности. И я не выделяю каких-то одних, каких-то других, потому что в 2014 году, как это говорил Ключко, он накрасил себя в те цвета, которые окрасил, да, он про Бандеру так говорил, если не ошибаюсь, или про Шухевича, вот, давно еще. Вот, в 2014 году каждый сделал свой выбор, на какой стороне баррикад он находится. Не, ну, кстати, сейчас последние там... Ну, он, конечно, такой. Ну, последние его выпуски такие. Не в бровь, а в глаз. Не в бровь, а в глаз. Я не слежу, вот, потому что цели у меня такой нет. Но то, что человек обладает ярким полемическим стилем, это факт. Это Я да. помню еще его колонки в газете «Поступ». Но я считаю, что любой человек на Украине, который не близок к ОПГ 95-й квартал, он обречен на выживание. Потому что тебя либо выдавят за границу, либо тебе приходится выживать. Никакого другого выбора у тебя нет. Да, Игорь Владимирович задает вопрос. Зачем пытаться понять логику менеджеров и исполнителей Зеленского или Путина? Лучше ответьте на понимание, как скоро Габсбурги будут праздновать воссоздание былого величия за счет земель соседей. Может, сам граф Дракула на шабаш подскочит? И мертвые с косами стоят. Ну, что тут скажешь? Я не сторонник теории заговоров или еще чего-то. Я убежден, что всем двигает политэкономическая логика, которая была у нас забыта. То есть сначала нужно анализировать экономические интересы игроков, смотреть, как они трансформируются в политические инициативы, и потом делать выводы. Россия – это одна из кладовых
мира и мировой экономики наравне с Африкой, наравне с Южной Америкой. И в условиях кризиса глобального капитализма, в общем-то, принято решение всеми игроками, что эту кладовую надо подразорить. Как это принято и в том числе по отношению к Африке. Но в Африке нет большого одного субъекта, она и так разделена фактически на колонии, ну и мы видим, в общем-то, судьбу Африки. Поэтому это борьба, в общем-то, за выживание. Мгм. А, как бы Семен Уралов ответил своему 10-летнему сыну на вопрос, зачем существует человечество, если бы отвечал максимально искренне, без там красивых шаблонов, пафоса и всяких смехуёчков? Вот такой вопрос от пользователя. Это, конечно, очень мировоззренческий вопрос. Ну, я считаю, что человечество движется к построению справедливого общества и выдавливает из себя отношения раб-господин, которые давлели над нами очень-очень много столетий. То есть, по-хорошему, человечество движется к подлинной свободе. Но кто-то идет путем религиозным, кто-то идет путем культурным, кто-то идет путем социальным. А каким идти путем, ну, это уже выбирать каждому из нас. Но вопрос очень прям на отдельную передачу. Мгм. В чистоте понимания подпишитесь. Я думаю, Семен Сергеевич задумается и, может быть, и разберет со своими собеседниками и самолично, потому что это, ну, Важнейший вопрос. Да. это важно. Причем речь-то о человечестве. Речь-то не там о народе, нации, вот это то, чем нам навязали, а человечестве. Я просто рожден еще в той стране, которая ставила целью, чтобы на Марсе яблони цвели. Вот. И покорение и освоение космоса смотрелось нашей задачей, и в том числе это был путь преодоления войн на Земле, что лучше мы сконцентрируем свои усилия на освоении Вселенной, и по большому счету, вот если говорить о том, кого бы я поднимал на знамена и делал подлинным героем, это, конечно же, Юрий Алексеевич Гагарин. Это вот безусловный герой для всех. Если бы язык мог производить материальное благо, болтуны бы были самыми богатыми людьми в мире. Цитата Сталина. Что вы можете сказать о самых богатых людях современности? Это вообще кто? В чем их особенность? Чего они добиваются? Когда нажрутся? Или паразитам это не свойственно? В этом их патогенность. Владимир задает такой вопрос. Владимир практически ответил на свой вопрос. Просто богатые люди, они являются производством эпохи своей. Так как мы сейчас живем в период власти спекулятивного капитала, то, естественно, богатейшие люди – это в массе своей спекулянты. Мы же видим, что даже какое-то изобретение науки и техники, оно сразу же превращается в объект, вот как сейчас ИИ происходит. Да? Казалось бы, просто технология, но фактически это превратилось в новые спекуляции, там уже эти хулиарды денег оборачиваются, неизвестно, во что это обернется. Ну и до этого просто эпоха же наша чем особенно, да? Что вторую половину 20 века человечество стремилось покорять космос, а с гибелью конкуренции двух систем у нас все технологии начали развиваться вовнутрь, то есть цифровое потребление. И абсолютно правильно, как вы это, наступила эпоха, когда болтуны зарабатывают миллиарды, спекулируя на чем? Тут же что очень важно. Спекулируя на том, что у современного человека появилось много свободного времени, он избавлен от бытовых забот. Воду носить не надо, нагревать не надо. Стиралка, ты кнопку нажал, еда, ты тоже 2 кнопки нажал. И им нечего делать. Но так как люди, они потеряли тягу либо к просвещению, либо к духовному развитию, они, в общем-то, ориентируются на болтунов. Отсюда популярность всех этих сетевых магов, гадалок. Одна наша Блиновская чего стоит. Ну и по большому счету, давайте, чтобы не самооблучаться, Александр, мы же тоже немного болтуны. Ну, почему немного? Тоже отчасти развлекаем людей. Кстати, я во многом поэтому готовлюсь к нашим беседам, чтобы привнести
хотя бы толику просвещения, потому что я же еще профдеформирован образованием, я все-таки, ну, как учитель в анамнезе, да, я стараюсь как-то хоть просвещение двигать хотя бы чуть-чуть, чтобы люди хоть что-то новое узнавали. Да, друзья, спасибо, что узнаете. Лайки поставьте, подпишитесь, пожалуйста. Это будет сигнал к тому, что вот эти болтуны ничего, так нормально, да. А других не будем лайком награждать. Но мы лучшие болтуны. Да, спасибо большое, друзья, за хорошие, добрые комментарии. Чат трансляции, вопрос. Кто виноват в трагедии в Украине? Кого наказывать? Какую столицу? Ну, как? В этой трагедии это наша общая вина разрушения большой страны. Но если говорить уже о конкретных политических вредителях и паразитов, которые к этому довели, я считаю, что был стратегический, ошибка, и она же преступление, была сделана в 93-м или 94-м году, когда Кравчук тогда еще провозгласил преемственность Украины от УНР, а не от УССР. Если бы была провозглашена преемственность от УССР, то Украина могла бы пойти по пути Белоруссии, которая преодолела эту ошибку. Ее тоже сначала пытались под БЧБ флаги развернуть. Лукашенко же пришел как противовес этой идеи. Кучма в 1994 году тоже пришел как противовес этой идеи. Но он ничего не сделал. И через несколько лет сам написал националистическую книгу «Украина не Россия». Поэтому, если искать точку невозврата, то есть ответственность мы несем все, но была еще вторая точка невозврата в 93-94 году. Васек спрашивает, как после 5 лет войны расценивать заявление Лаврова о том, что цели СВО могут достигнуты быть дипломатическим путем? Как? Наверное, так же, как Минские соглашения. В теории, да, а на практике нет. Семен Сергеевич, вы считаете, что доносите свою мысль через обращение к истории постукраинцам, или это сизифов труд? Что вас вдохновляет на это, безусловно, важное занятие? Сизифов или Сизифов, это, так сказать, будет понятно по прошествию времени. Меня не то, что вдохновляет. Я же все-таки учился в университете имени Ивана Франко, и у него есть прекрасная фраза «Лупай ты сю скалу» из произведений Каменяры. Да? Вот я считаю, что взялся за гуш, не говори, что не дюш, буду лупать скалу столько, сколько надо. Значит, мне такая выпала судьба, а что делать? Вопрос. Кто, по-вашему, является лучшим президентом Украины? Есть мнение, что лучшим был мифический хазарин Кий. Который Киев основал. Лучшим главой Украины, назовем так, да, конечно же, был Владимир Щербицкий, при котором было достигнуто максимум, да, начиная с спортивных побед и заканчивая созданием индустриально-промышленного и научного капитала. Но я считаю, что был один политик, и не зря его убили, который мог бы свернуть даже после кризиса 2004 года. Это Кушнарев Евгений. Он был достаточно популярен, но что произошло, мы не знаем. Я считаю, что это было политическое убийство. Лучший руководитель Украины был Шелест. Петро Юхимович. Это да. Да, тоже есть. Это преемственность к Щербицкому, согласен, да. Вопрос. Есть собственная мысль о том, что Россия сильно и быстро укрепляет свое ПВО. Как считаете, этот щит в скором сравняется по эффективности против дроновых ударов Украины? Может превзойти или нет? Опять же, я не являюсь профильным специалистом, но учитывая, что у России сохранился и продолжает развиваться собственный научно-технический потенциал, то есть никуда не делись КБ и прочее, то в условиях военного конфликта неизбежно придется этот потенциал развивать. Да? То есть это не закупается у нас ПВО у Китая, еще у кого-то. Да? То есть это наши научно-технические разработки. Поэтому воленс, не воленс, но придется это делать. Так, спасибо вам. Виктория, спасибо за добрые слова.
Всегда ждем эфира. Спасибо огромное. Спасибо, что не стесняйтесь писать добрые слова. Сейчас неделя была адская, конечно. Ну, адская. А, Ну, то есть и людей раскачивало, да? То есть то туда, то туда, Ну, то... когнитивная война бушевала вообще как в первые годы СВО. Поэтому, знаете, нужно немножко выдохнуть. Нужно понять. И я А у меня цинично... есть совет, как людям понять. Да. Я вот тоже, честно говоря, меня тоже поднакрыло, врать не буду. А я начал переслушивать Евгения Онегина. Вот. В общем-то, то, что делает нас людьми культуры, я, во-первых, рекомендую в разборе Егора Яковлева Евгения Онегина. Прекраснейшее. То есть он прям разбирает каждую главу. И это я тоже сегодня у нас готовил. Напомнить, да, что мы не самооблучались. Что но дружбы нет и той между нами, все предрассудки истребя. Мы почитаем всех нулями, а единицами себя. Мы все глядим в Наполеоны, двуногих тварей миллионы. Вот надо читать Пушкина и не самооблучаться. Да, значит, друзья, замечательная как бы концовка нашего эфира. Семен Сергеевич, спасибо за время и мысли. Спасибо, да пребудет чистота понимания. Берегите себя, добра и света, несмотря ни